И всем привет, с вами я, Крутовка Гейм, и сегодня мне бы хотелось в этот раз не играть в игры, а научить вас делать свои игры. Это будет такой небольшой, очень маленький гайдик по тому, как сделать игру от первого лица на движке Godot. Собственно говоря, сам движок можно скачать на официальном сайте Godot Engine, и мы, собственно говоря, просто нажимаем на скачать White и скачиваем, собственно говоря, сам Godot. Или же, если вы хотите быть более таким пиздатым парнем, то вы можете установить Godot через Steam. Да, он там есть. Он будет в свободном доступе, он бесплатный. И если кто-то потерялся, то, если что, он будет отображаться в вашей библиотеке Steam в разделе программ. Это вам так, если вы его где-то там потеряете. Итак, предположим, мы как-то установили этот Godot Engine, и, короче, теперь нам нужно создать свой новый проект, собственно говоря. Мы нажимаем на создать. У вас, возможно, это все будет на английском. И если оно у вас на английском, вы можете нажать на параметры и заменить здесь язык на вам, который, на котором вы хотите, чтобы у вас был интерфейс. Но учтите, что не все фразы, не все надписи, они переводятся. Некоторые все-таки они остаются на английском, но это такое, это не так уж и страшно. Так вот, мы нажимаем на новый проект, создать новый проект, и тут у нас вот открывается такое вот окошко. Нам необходимо, во-первых, можете прописать название для своего проекта. Я буду не очень-то самоватым, просто напишу тест 1, а вы можете вводить там любое название, это будет конкретно вот называться ваша папка. Так вот, и, собственно говоря, сам путь к самой папки проекта, то есть тут вот у меня стоит C, users, debug, документы, тест 1. То есть вот эта вот папка тест 1, она у меня будет в папке с документами. Я могу нажать на обзор и попеременять тут все, и как бы просто поставите свою нужную папку или же просто пропишите свой путь. Смотрите, теперь дальше у нас тут идет отрисовщик. Это, собственно говоря, рендер. И тут главное выбрать, какую вы будете делать, собственно говоря, игру. Если вы будете делать более такую маленькую 2D-шную игру, то, конечно, подойдет больше мобильное устройство. И совместимость это что-то усредненное, а Forward это именно Forward Plus, это именно что более такой масштабный. Мы будем в этом ролике делать игру в 3D от первого лица, поэтому я выбираю Forward Plus. И метаданные управления версиями, это нам пока что не нужно, поэтому просто убираю это и нажимаю создать. Отлично, после того, как мы нажали создать, у нас создался проект, создалась к нему папка, и, собственно говоря, при запуске мы видим вот такое вот окно. Собственно говоря, у нас тут довольно много всего есть, но я как бы буду в этом видео разъяснять именно конкретно, как бы сделать саму игру. То есть, прямо такие, чтобы подробно разжевывать то, что делает какая-либо кнопка или все такое, я не буду, я просто буду вот делать, об этом говорить, а вы можете об этом это все повторять. Собственно говоря, нам для того, чтобы как-то перемещать и все такое, вот это вот, что мы видим, окно вьюпорта, мы можем просто нажать правую кнопку мыши и, собственно говоря, вот так вот крутить. Перемещаться мы можем на WASQE. И, собственно говоря, они, соответственно, каждая кнопка за определенное действие отвечает. С управлением камерой мы более-менее разобрались, но теперь мы, собственно говоря, должны сделать сцену игрока. Собственно, нам необходимо сделать саму сцену игрока. Для этого нам нужно добавить новый узел, добавить новую ноду, и в окошке сцены мы нажимаем на другой узел и в поиске вписываем Character Body 3D.
Вот он. И нажимаем создать. Все. У нас создалась эта нода. И, собственно говоря, так как мы делаем игру в 3D, то необходимо добавить к этому Character Body еще некоторые ноды. Вообще, нужно добавить ноду камеры. Поэтому мы, опять-таки, мы нажимаем в этот раз правой кнопкой мыши и добавить дочерний узел. И добавляем узел камера 3D. Вот, она у нас добавилась, и саму камеру вы можете вот здесь вот в инспекторе настраивать как хотите. Здесь вот можно настроить FOV, ее NUR и дальность того, как она будет отрисовывать картинку. Ну и всякие другие настройки, они нам сейчас не нужны. Вот, собственно говоря, дальше к нашему Character Body нужно добавить ему коллизию. Для этого мы также нажимаем добавить дочерний узел и пишем Collision. Collision Shape 3D. Добавляем его. И тут очень часто такая бывает у новичков проблема, что они добавляют Collision Shape 3D, но не назначают на него ему фигуру. Из-за чего у них бывает просто такое, что когда они запускают проект, ну, то есть их камера, их игрок просто провалится под стену, под пол, извиняюсь. Для этого нам нужно добавить к нашему Collision Shape 3D, нужно добавить ему фигуру. Для этого мы в инспекторе нажимаем вот здесь вот Shape на пусто, мы создаем ему Capsule Shape 3D или же Box Shape 3D, то есть тут это то, какая будет коллизия у нашего игрока. Для этого, ну, просто нажимаем вот так вот, и у нас создается коллизия. Она визуально отображается по стандарту синий, но вот здесь вот в инспекторе можно настроить ей абсолютно любой цвет, который вы хотели бы, если вам, конечно, этого хочется делать. И можно включать и выключать ее визуализацию. Также хотелось бы мне добавить тому, как перемещать ноды, потому что сейчас у нас камера игрока находится, ну, где-то в середине коллизии, а как бы это не очень хорошо. Потому что у нас как бы в игре игра будет от первого лица, и поэтому у нас вид должен быть как бы из глаз. И чтобы переместить эту камеру чуть-чуть повыше, я нажимаю просто на эту камеру в окошке сцены и вот так вот могу перетянуть ее. Но иногда может быть такое, что у вас здесь будет не будет вот этих вот синих, красной, зеленой стрелки. Это потому, что у вас вот здесь вот в этом месте может стоять что-то другое. И самым лучшим решением это будет просто вот тут поменять на вот это вот режим трансформации. Это можно быстро нажать на Q, и тут можно одновременно камеру и двигать так, и двигать ее вот так вот, и поворачивать ее. Это как бы более практично. Хорошо. Сцену игрока мы плюс-минус сделали, но для того, чтобы у нас сам проект был более структурирован, чтобы мы, когда проект нарастал массой, мы в нем не путались, лучше все это структуризовать. Поэтому, чтобы мы не путались, потому что у нас в игре будет не только игрок, у нас будут еще другие Character Body 3D сцены, поэтому эту сцену, которую мы сделали, лучше просто назвать Player, чтобы потом мы не путались. Хорошо, нужные компоненты для сцены игрока у нас уже добавлены, но без скриптовой привязки у нас ничего не будет работать. Собственно, как привязать скрипт к игроку? Мы нажимаем просто правой кнопкой мыши и прикрепить скрипт. У нас Godot предлагает стандартный шаблон кода для игрока в 3D. В принципе, можно этим воспользоваться. Мы нажимаем просто создать, и нас перекидывает в секцию
скрипта, ну, скриптинг в Godot, и у нас уже тут вот написан скрипт, который отвечать будет за игрока. Он вполне себе, ну, нормальный, но если что, самим скриптингом я еще буду заниматься, я буду вам рассказывать много чего про написание скриптов. Но нам пока что это не нужно, мы просто хотим создать простенькую игру, в которой мы будем просто ходить за игрока по уровню. Собственно, мы закончили с созданием сцены игрока, нам нужно ее сохранить. Для того, чтобы сохранить сцену игрока, я буду зажимать сейчас Ctrl-Shift, и вот так вот эта сцена будет сохраняться. Можно просто нажать Ctrl-S, потому что она у нас сейчас новая, и я просто ее нужно запихнуть в саму файловую систему нашего проекта. Просто нажимаем сохранить, и все, эта сцена сохранена вот здесь вот. Отлично, сцена игрока у нас сделана, но нам нужно создать еще сам уровень. Для того, чтобы создать уровень, я нажму сюда вот на плюсик, добавить новую сцену, и создам саму геометрию уровня. Во-первых, для большей структуризации проекта я сделаю здесь вот добавлю как корень сцены это ноду 3D сцена и переименую ее под просто level. Все, корень сцены level создан, и теперь можно добавлять, собственно, саму геометрию. Для того, чтобы добавить геометрию на уровень, нужно снова добавить новые ноды, и в этот раз нужно добавить ноду Mesh Inside 3D. Собственно, эта нода отвечает за создание различного рода мешей в Godot, и нам необходимо сделать, так сказать, пол, на котором будут расставлены всякие объекты. Для того, чтобы нам сделать такой пол, мы, как уже довольно это заведено, мы обращаемся к вот инспектору, и здесь вот нажимаем на пусто и выбираем из всех вариантов Plane Mesh. Вот, у нас создается такой вот квадратик, на который мы можем в будущем ставить различного рода объекты. Но у нас возникает проблема. Когда мы в будущем добавим сюда игрока, игрок будет опять-таки просто проваливаться под вот этот пол. Все из-за того, что у этого пола нету коллизии. И нам нужно, собственно говоря, ее добавить. Для того, чтобы ее добавить, мы сюда, во-первых, нажимаем и добавляем новую ноду. Это Static Body 3D. И после того, как мы добавили эту ноду, у нас все равно ничего не будет происходить, потому что у нас, собственно, не назначена коллизия. Для того, чтобы быстро сделать коллизию для объекта, я воспользуюсь таким довольно хитрым способом. Я нажму вот так вот сетка и создать форму столкновений. В появившемся кружке я просто нажму создать. Все. У нас создалась коллизия. Такой метод вообще не практичен в данном случае, но я просто не хочу особо париться насчет выстраивания размеров коллизии, поэтому я просто сделаю вот так вот. Но вообще таким методом лучше не пользоваться. Опять-таки, после того, как мы это сделали, и мы опять там поставим игрока, у нас игрок все равно будет проваливаться. Все из-за того, что коллизия была создана, но она не назначена на Static Body 3D, и нас Godot даже предупреждает о том, что у Static Body 3D нету коллизии, а коллизии, что у нее она не подключена к объекту Static Body 3D. Поэтому я просто зажимаю вот так вот Collision Shape 3D ноду и перетягиваю ее на Static Body 3D. Все, и теперь у нас предупреждения пропали, и уже можно сказать, что уровень готов. И этот уровень можно, в принципе, и сохранить. Для этого я опять-таки нажму Ctrl-S и просто сохраню его. Все, уровень по большему счету готов, но
тут есть другая немного проблема. На этом уровне нету освещения. Для того, чтобы сделать хоть какое-то примитивное освещение на уровне, я добавлю еще одну дополнительную ноду. Это Direction Light 3D. Вот она добавлена. И я ее подкручу так, чтобы она светила на сам mesh. Вот так вот. И теперь на этот уровень можно добавить игрока. Так, короче, я немного понял, этот пол немного маловат для нашего игрока, поэтому, собственно говоря, я расскажу, как его увеличить. Его, чтобы увеличить вообще любую ноду, которая у нас есть, кроме всякого рода партиков и каких-то других нод, то мы нажимаем на эту ноду, и в инспекторе эта вообще опция находится довольно низко, поэтому, если что, ее можно прокрутить колесиком мышки. Нам нужна опция Transform. И в скейле мы можем просто увеличивать эту ноду. И если вам необходимо увеличить ее только по X, по Y или по Z, то мы нажимаем вот на вот этот вот значок закрепления. И теперь можем эту ноду увеличивать или уменьшивать по X или Z. Или по X, по Y и по Z координатам. Я, в принципе, хотел бы сделать вот так вот, чтобы у меня было. В принципе, я сделал вот так вот. Вот. Теперь вот так вот этот уровень выглядит. Отлично. Уровень мы плюс-минус сделали. Теперь на этот уровень можно добавить игрока. Как добавить на этот уровень игрока? Очень просто. Мы создали сцену игрока, и теперь в файловой системе эта сцена игрока вот здесь вот отображается. И мы просто зажимаем левую кнопку мышки и перетягиваем эту сцену на уровень. Все. Игрок находится на уровне. Отлично. Мы сделали, в принципе, что-то похожее на нашу первую игру. И, собственно, у вас может сразу же возникнуть вопрос, а как ее запускать? Для того, чтобы запустить, протестировать нашу игру, у нас есть несколько способов, как это сделать. Во-первых, у нас будет самая нетривиальная кнопка «Запустить проект», но когда мы нажмем на эту кнопку, то у нас Godot уведомит о том, что у нас не назначена главная сцена проекта. И ее нужно просто назначить. Мы можем назначить как вот этот уровень, или же там, если у вас уже проект более такой огромный стал, то вы там можете назначить какое-нибудь главное меню. Или же мы можем нажать на «Запустить текущую сцену». Это будет означать, что мы запустим конкретно вот эту вот сцену, которая у нас сейчас открыта. Я сейчас объясню, как сделать так, чтобы запускать основную сцену проекта. Ну, то есть просто нажму вот так вот, и вот нас Godot уведомляет о том, что не назначена главная сцена. И поэтому можно просто нажать «Выбрать текущую сцену», ну или же нажать «Отмена», открыть нужную сцену и выбрать ее. Нажимаю «Выбрать текущую сцену». И вот у нас открывается наша игра. Она сейчас до жути примитивная, то есть мы можем на стрелочке передвигаться, но мы не можем управлять камерой. Это тоже такая очень сильная проблема, потому что камера это тоже такая нужная хреновина, поэтому я эту игру просто сейчас закрою. Ее можно закрыть, если что, еще на клавишу F8. И поэтому я опять-таки лезу в сцену игрока и обновлю скрипт игрока. Собственно, вот так вот выглядит наш скрипт игрока вот сейчас, но я хочу сейчас добавить в него еще опцию поворота камеры на мышку. Собственно, сам этот скрипт будет в описании к видео, именно что его полная версия. Сейчас, буквально через секунду, я это вам все покажу. Собственно, я вот так вот обновил данный скрипт. Если что, вы можете просто открыть описание, скопировать оттуда этот скрипт и вставить его сюда.
Собственно, тут ничего особенного нету, я просто добавил сюда already камеру, добавил переменную камеры, в ready убрал мышку, ну, сам курсор, и к импоту добавил поворот камеры от мышки. Собственно, ну, вот, это ничего особенного. Ну, и добавил чувствительность мыши. Теперь можно снова попробовать открыть нашу игру, запустить ее. И теперь у нас все работает. Мы перемещаемся на стрелки. То есть стрелка вверх это вперед, стрелка вниз и назад, влево-право, все соответственно. И мы можем мышкой поворачивать камеру. Это, в принципе, пока что все, что я хотел бы на данный момент рассказать и показать, как делать свою игру. А, да, я забыл, мы еще можем прыгать. Это, конечно, ну, не самая такая полезная вещь пока что, но, в принципе, тоже об этом нужно было рассказать. В принципе, наша первая заготовка для нашей будущей невероятно крутой игры была сделана, поэтому на этом данный видеоролик подошел к концу. Спасибо тем, кто посмотрел его, спасибо тем, кто поставил лайк, написал комментарий. Всем приятного аппетита, удачи в жизни, с вами был я, Картовка. Всем пока.